Всем привет! Сегодня мы сделаем вот такой коробочек. Я расскажу, как наносить патину, как делать веревочку из 3, из 2, из 4. Вот такая загибочка у нас. Как делать ситец из 2, как правильно делать, если у вас четное количество стоечек. Все это будем учить. Ну что, приступим. Смотрите. Вот мы сейчас будем делать прямоугольное донышко. Моя любимая сетка. Сантиметра, квадратики у меня 2 на 2. Вот я беру стоечки свои. Они у меня очень сухие, высушенные. Эти стоечки мы будем делать. Как я сказала, у меня наружный, мне надо размер 25 на 35, поэтому я беру сейчас, вставляю 22 на 32. Тут у меня 32 и вверх будет 22. И 32, и потом я доплету еще по кругу веревочкой до нужного мне размера, чтобы у меня максимальное было 35. Я надеюсь, понятно все объяснила. Если непонятно, задавайте вопросы. Будем разбираться. Так, вот я отметила у меня начало. Вставляю стоечки. Так, это у меня начало. Вот здесь у меня будет окончание. Так, чтобы хватило на продолжение, чтобы было где нарастить. Сильно я не засовываю, чтобы с этой стороны тоже, вот видите, маленький кусочек, чтобы было на что нарастить. Так, добавляю я все стоечки, какие мне нужны. Так, вот я вставила все стоечки. Смотрите, с этих сторон по краям у нас должно быть по 2 стоечки. И сюда 2 смотреть, и сюда 2 смотреть. Вот по краям у нас должно быть по 2 стоечки в разные стороны. Ну, вы сейчас в процессе поймете. И для чего это тоже увидите. Приступаем. Пока мы их сейчас отложим в сторону, чтобы они не мешали, потом мы в процессе плетения подставим. Но главное не забыть об этом. Начинаем плести. Здесь я сразу наращивать сейчас буду, чтобы у меня сразу боковые стоечки были. Здесь я обрезаю. Как я наращивала, уже показывала. Ну вот, покажу еще раз. Вот так. Эту стоечку я беру сухую, эту беру влажную. Сухая, потому что она все равно у нас пойдет в бок. Так, я сейчас камеру поверну. Так, приступим. Вот эта вот жирная полоса, это начало моего плетения. Так сказать, 0. Придавливаем стоечки, ложим их ровненько. Первую оставляем вот так. Это все проплетаем. Квадратное донышко, это я уже показывала и не раз. Но люди постоянно спрашивают одно и то же. Поэтому решила вам показать еще раз.
Если кому-то что-то будет непонятно опять, смотрите другие видео, я подсказку дам. Ссылочку на подсказка будет в правом верхнем углу. Посмотрите. Плету я ситцем. Можно плести веревочкой из двух донышки. Можно узоры делать ситцем. Это уже на ваше усмотрение. Но самое простое, на мой взгляд, и для меня, мне нравится это донышко. Я его плету ситцем. Придавливаем ровненько. Как я говорила, первые ряды всегда самые сложные. Так, здесь мы уже сейчас будем наращивать. Здесь можно тоже нарастить уже сухую трубочку. Можно и влажную, но все равно у вас подсохнет, пока вы будете плести. Это на ваше усмотрение. Потому что мы ее сейчас все равно оставим. Проплетем немножко и оставим. Так. Сейчас я все покажу. Все это равняется. Так. Все, вот эту оставили. Опять возвращаемся на начало. Берем опять стоечку, трубочку. Так, подставили вторую, так же само нарастила 2. Здесь вот они 2. Как я и говорила, у нас должно быть их 2 с этой стороны. И проплетаем также ряд. Все это дело держим, выравниваем. Проплетаю ряд. Так, вот смотрите, с этой стороны то же самое сделали, как и было. Да что ж меня качается. Так, теперь здесь. Так, берем еще одну трубочку. Подставляем вот эти, что я говорила изначально, вторую стоечку. Не забываем про нее. С этой стороны поправляем тоже. И начинаем плести. Здесь краешек можно оставить небольшой, потому что он все равно обрежется. Маленький. Он или обрежется, или там проплетется, но его не будет видно, он нам не нужен. И начинаем тоже плести также 3-й ряд. Все аккуратно придерживая. Проплетаем ситцевый до конца ряда. Так, дошла я до конца ряда. Теперь вот смотрите. Дошли мы до сюда. Чуть-чуть отвели в сторону, чтобы они у вас внутрь не заходили, стоечки. Слегка примяли и развернули в обратную сторону. Присматривайте, чтобы линии не заходили за линию стоечки, потому что они обязательно туда зайдут.
И все, и плетем в обратную сторону. Так, сразу говорю, полоски я режу 7 сантиметров шириной. Кручу я на спицу 1,5 миллиметра. Что еще? Бумага у меня обычная газетная бумага из канцелярии. Чистая газетная бумага. Из газет я не делаю. Какие еще вопросы у меня обычно бывают? Колерами я пользуюсь, в принципе, разными, но чаще всего это Снежка, Аура, Зебра бывает. Вот. Что еще? Трубочки я увлажняю сразу, как покрасила. Крашу я кисточкой. Сразу, как покрасила трубочки, я их сразу кисточкой увлажняю. Беру 250 грамм воды, добавляю туда, ну, где-то, не знаю, пару ложек столовых лака или грунтовка, пропитка Дюфа. Есть такая. Бывает, туда добавляю еще немножко ПВА. Но это чаще, когда грунтую. Когда увлажняю, когда добавляю, когда нет. Так, вот дошла я до конца ряда. Тут то же самое мы делаем. Берем и поворачиваем. Придавили пальчиками. Потом повернули и начали плести в обратную сторону. Когда я увлажнила трубочки, я их ложу в пакет, заворачиваю в пакет. Вот таким образом. Вот они у меня с этой стороны прячутся вот так. Лежат они у меня где-то так полчаса. Потом я их разворачиваю, перебираю пальцами, потому что, чтобы они не послипались. Если мне надо сразу плести, то я уже говорила, что я беру духовку свою любимую, обычную духовку газовую, и слегка просушиваю в духовке. Если мне не срочно плести, значит они у меня ложатся опять в этот же пакет и лежат, ну, ночь. Ночью они вылеживаются, и на утро бывает, что уже можно плести, бывает, что слегка надо подсушить. Всегда по-разному. Ну вот, в принципе, все секреты. В колер, когда я крашу трубочки, я тоже добавляю лак. Если вы видите, что ваш колер, трубочки берутся, вот вы покрасили, вы берете, плетете, а они к пальцам цвет дают, то добавляйте туда еще ложку, там 2 лака. Лак убирает это свойство, он туда не так красится, или вообще не красится, или намного меньше, не берутся. Так, еще рядочек проплету, наверное. Повернули, видите, загнула и повернули. Так, вот, смотрите, дошла я до места, где у меня вот здесь полоска очередная. Это значит, что надо добавлять боковую стоечку, оставлять. Вот как раз у меня здесь закончился рабочая трубочка. Значит, мы ее нарастим сейчас. Так. Вот, нарастили и оставили. Все, придавили слегка.
И так и оставили. Теперь берем очередную рабочую трубочку. Соответственно, сразу ее наращиваем. Так вот. И подставили. Здесь осталась трубочка, стоечка. И плетем дальше. Плетем до тех пор, пока опять не дойдете до очередной полоски. Это опять будете оставлять. Это я уже все показывать не буду. Уже принцип понятен. Дойду до окончания и покажу, как заканчивать. Так, вот. Дошла я до последнего своей меточки. 22 сантиметра, как я и говорила. Теперь... Вот, видите, последнюю доплела и оставила. Теперь беру опять сдвоенную трубочку и подставляю отсюда, как мы и делали. Проплетаю еще один рядочек. Здесь я доращивать буду трубочки. Доращивать буду тогда, когда буду проплетать их веревочкой из двух по кругу. И сразу их буду доращивать. А сейчас я покажу, как закончить правильно квадратное донышко. Так, нарастила. Вот. С этой стороны у нас теперь две. Здесь две и здесь две. А здесь у нас одна. Чтобы здесь было тоже две, нужно опять взять стоечку. Сейчас мы ее объединим быстренько. Вот, соединила. Теперь опять отсюда начинаем. Теперь здесь две стоечки тоже. Здесь две и здесь две. Проплетаем почти до конца ряда. Так, вот как раз у меня здесь заканчивается рабочая трубочка. Я ее наращиваю. Вот нарастила я трубочку. Беру еще одну. Слегка смазываю. Как я уже говорила, я клеем промазываю все время, чтобы ничего нигде не отваливалось. Вот в это место, где мы нарастили, вот под последний стоячок, вот сюда мы сейчас заведем нашу рабочую трубочку. Вот так. И сразу ее пустим под низ, а эту наверх. Так, она, наверное, там выскочила. Угу. Сейчас мы поправим это дело, чтобы
ничего у нас тут не выскакивало. Вот, все. И теперь мы просто проплетаем веревочкой из двух. Вот так. Вот это место, где мы нарастили, нужно прометить. Это у нас будет первая стоечка, от которой мы отталкиваем лись. Так, теперь мы осторожно поворачиваем. Так, смотрите, все время спрашивают, что я делаю с трубочками, стоечками, которые у меня идут вот здесь. Я просто их вытаскиваю. Это делается очень легко. Вот, видите, они коротенькие. Соответственно, я их тоже наращиваю с этой стороны мы наращиваем. Сейчас я буду проплетать веревочкой из двух и сразу их вот здесь буду наращивать. Могу вот показать вам. Вот так вот отрезаю. Примерно на этом расстоянии. Так я обрезаю все. Беру свои сухие стоечки. И вот так наращиваем. Сейчас я парочку покажу вам. Остальные уже сами. Вот, видите? Все нарастила. Потом это оплетется, и оно будет крепко держаться. Здесь мы доплетаем. Проплетаем по кругу один ряд. Вот в этом месте, вот здесь, вот эту вот коротенькую, один ряд мы проплетаем вместе с ней, вместе. А потом ее, если она у вас длиннее, обрежьте. Она никуда не денется, она будет держаться. Но один ряд стоит, я думаю, проплести, чтобы держалась крепче, потом обрезать просто и все. Так, сейчас я проплету так круг и покажу, что делать со вторым кругом. Так, забыла сказать еще. Вот мы вот эти вот по две мы проплетаем вместе. Первый ряд мы проплетаем вместе. Вот эти стоечки по две мы проплетаем их вместе. Вот таким образом. Вот. Вот эти по две проплетаем вместе. Так, смотрите, дошла я до опять этого угла, где мы начинали. Теперь мы делаем так. Мы берем среднюю стоечку, которую мы были по две, и эту соединяем их вместе. Это и будет у нас угловая стоечка. Единственное, что надо ее нарастить, потому что потом это сделать будет уже сложно. Вы смотрите по своим обстоятельствам, надо вам наращивать сейчас, или у вас они длинные, можно нарастить позже. Мне нужно сделать это сейчас. Так, вот таким образом
Тут проплетаем. И еще. Если вы хотите, чтобы угол был не сглаженным, а углом, то нужно верхнюю вот эту убираем, а ту, которую вы под низ заводите, вот, смотрите, завели под низ ровненько и закрутили вокруг. Вот так осторожно, вот, закрутили по кругу. И этой верхней просто прикрыли. И плетем дальше. И здесь будет угол уже острый. Тут проплетаем, как обычную веревочку, дальше. Так, вам не видно уже. Так, такую процедуру. Так, видно? Тут проплетаем, тут тоже мы также соединяем 2 стоечки вместе. Вот этот вот угол можно один раз сделать. Если вам тут немного плести, то больше не надо так делать. Одного раза будет достаточно. Вот. Проплетаем нужное количество рядов. Вот, сплела я донышко. Теперь будем плести. У меня, правда, получилось немножко не так, как я хотела. Но это не страшно, потому что с размерами тут у меня... Ну ладно, это не важно. Смотрите. Плести начинаю не с края, а где-то вот отсюда. Я уже где-то объясняла, что это потому что потом, когда будете заканчивать ряд, чтобы вам было удобно к нему подходить с другой стороны. Даже вот здесь. Подставляем свои рабочие трубочки. Одну. Слегка промазываю клеем. Совсем немножко, чтобы они не выскакивали. Вторую и третью. Поднимать стоечки я буду с помощью веревочки из 3. Я уже говорила, что это один из моих любимых способов. Я думаю, он самый такой аккуратный и красивый. Так, вот, подсунула я трубочки, подставила. Приступим. Первую мы пока трогать не будем, а вот эти вот слегка надавливаем. Стоечки. Слегка не получается. Они у меня тут нарощенные, поэтому плотные. Но это не проблема. Сейчас мы их все... Так, вот. Теперь мы их поднимаем. Вот эту поднимаем. Эту поднимаем. Форму слепила, как всегда, из того, что было, как говорится, как в песне. Постоянно мне заказывают нестандартные размеры. И вечно форму делаю из того, что под рукой. Так, вот так придерживаем. Вот они, наши эти 3 трубочки. Начинаем плести.
Раз, два. Вот мы последнюю прикрепили, значит, за вот эту мы должны завести. Заводим. Осторожно, чтобы ничего не повыскакивало. Вот. Так. Теперь вторую. Завели. Следующую. Завели. Опять берем эту, заводим за стоечку. Так, эту. Получается вот такой вот подъем у нас стоечек. Они сейчас пока топорщатся, но потом они прилипнут к форме. Так, вот я подошла к углу. Вот они, мои 3 трубочки рабочие. Вот я беру опять первую, завожу за вот эти 2 угловые стоечки. Все это придерживаем, приминаем. Так. Можно, я уже говорила, обернуть, чтобы угол был четче. Обернуть вот этой вот стоечкой, которая разошла за. Вот так вот по кругу. Вот так. Я оборачивать сейчас не буду. Вы можете обернуть. Можете, вот у меня 2 стоечки, они плотные, они хорошо будут стоять. Можете поставить еще шпажку или спицу, если переживаете за угол. А я плету дальше. Так. Завожу за следующую стоечку. Тут я еще не подняла свои стоечки. Так, форму поправим. Вот так. Следующее поворачиваем. Ну, здесь проплетаем уже как веревочка из 3 до конца ряда. Сейчас покажу, как его закончить. Ну вот, подошла я к концу своего ряда. Вот они, мои 3 стоечки. Вот отмеченная стоечка моя первая, за которую мы заводили за первую. Вот, 1, 2, 3. И тут мы начинали плетение. Теперь мы вот дошли. Берем первую стоечку с этой стороны, слева. Заводим за 1, 2, 3. За 3-ю. 1. Теперь за следующую. И последняя стоечка заходит за отмеченную стоечку. Вот таким образом мы закрыли ряд. Вот. Теперь у меня дальше по рисунку идет веревочка из 2. Значит, я сделаю так. Я вот эти 2 трогать не буду, а вот эту я обрезаю. Я обрезаю и прячу. Прячу ее вот сюда. Слегка клея,
чтобы не выскакивало. А эти я продолжаю плести. Вот видите, вот на первое за первой, и вот так начинаю, продолжаю плести обычной веревочкой из двух. Так, тут мне надо нарастить. Нарастила, продолжаем делать. Вот видите, как получается. Придавливаем, обязательно придавливаем к форме нашей стоечки, чтобы они не гуляли, чтобы они были очень плотно. Первые ряды будут все равно еще топорщиться, а потом уже оно будет плотно. Так, придавливаем. Опять мой штатив качается. Так. Я здесь, вот видите, придавливаю слегка, чтобы не стоечки гнуть, а рабочая трубочка должна гнуться. Таким образом я проплетаю 4 ряда. Мне нужно проплести веревочкой 4 ряда. Вот так по кругу я плету 4 ряда. Так, смотрите, дошла я 4 ряда, провязала. Теперь нам надо закончить ряд. Смотрите, вот мы дошли до веревочки, заканчиваем ряд. Берем вот эту первую трубочку, заводим за эту, заканчиваем так же, как заканчивали веревочку из 3, и сюда. И теперь нам надо добавить еще одну сзади. Место берем, намазываем слегка клеем. Женя, тихо, не отвлекай маму. Так, вот, добавили. Получилось у нас 3 трубочки. И теперь плетем как обычную веревочку из 3. Сейчас я добавлю. Вот я дорастила, теперь плетем. Оплетаем по кругу веревочку из 3. Подходим с этой стороны, заканчиваем ряд. Я уже показывала, как мы заканчивали на нижнем, поэтому показывать опять не буду. И перейдем на другой рисунок. Покажу переход на другой рисунок. Так, смотрите, дошла я до конца веревочки своей, до стоечки отмеченной. Теперь буду делать так. 1, 2, 3, закрываем ряд. Я это уже показывала много раз, но почему-то постоянно одно и то же спрашивают, поэтому показываю. Вот эту заводим вот сюда, и там ее и оставляем. Можно сделать так, можно другим способом, но так как у меня это короткая, чтобы не наращивать лишний раз, не обрезать лишнее, я сделаю таким образом. Эту я прячу. Эту я спрятала. Берем следующую и заводим за
помеченный стоячок. Получилось у нас раз и через один, видите? Как раз для моего узора в самый раз. Теперь я вот эту завожу вот сюда. И становится их 2. Вот таким образом. Придавливаем, прижимаем слегка и заводим за 2. Таким образом мы делаем через один ситец. Плетем ситец 2 трубочками. Сейчас я еще немножко покажу. Ситец 2 трубочками. Я еще, честно сказать, даже не знаю, какое у меня количество стоечек. Четное или нечетное. И что получится у меня. Вдогонку или просто. Ну, я их не считаю никогда. Смотрю сразу по обстоятельствам. Вот так вот мы проплетаем. Следите, чтобы стоячки были ровные. Потому что ситец кривых стоячков не терпит. Сразу все выравниваете. Повернули. Также ровненько обернули. И зашли за. Так, я проплетаю ряд и показываю, что у меня получается в конце ряда. Вот я дошла до конца ряда. Наша отмеченная стоечка. И как оказалось, у меня четное количество. Видите, если я буду сюда заходить, то это неправильный рисунок. Значит, мы сделаем так. Мы оставляем здесь. Берем еще 2 рабочие трубочки. И сейчас мы их будем добавлять. Чтобы правильно добавить, это надо, значит, зайти не сюда, одну сюда. Сейчас сделаем по правильному. Выйдем еще за одну. Так, вот это наша помеченная. Мы не доходим до нее. Нам нужно, так, тут за, тут перед, тут за, тут перед, тут за. Сейчас перед. Если тут за, тут перед, значит тут наоборот должно быть за. Вот сюда мы подставим одну стоечку. Клеем помажем. Клей заканчивается. Так, здесь мы сюда заходим. Так. А здесь мы заходим вот за вот эту, через одну тоже. Вот за эту. Также надо ее смазать клеем, чтобы она не выскакивала. Так. За одну я сказала. За вот эту. Можно подсунуть ее в плетение. Можно просто завести вот так вот и приклеить. Но я лучше всуну в плетение. Вот так. Вот она вышла у нас. И вот что у нас получается. Вот эту мы заводим, вот рабочую. Так, она у меня выскочила, потому что я ее не придержала. Сейчас.
Все это держим. Придавливаем. Вот, видите? Вот так. Теперь мы эту заводим за. И рисунок у нас получается. Все правильно. Здесь заводим за. Плетение надо прижимать очень плотно. Оно еще у меня гуляет почему-то. Но я думаю, сейчас уже не будет гулять. Вот это называется вдогонку. Видите, тут одна. Теперь мы плетем эту, продолжаем. Эту плетем так же, как и плели. Все. Вот теперь все у нас правильно. Единственное, что вам надо будет приметить, где вы начинали запускать свои трубочки, чтобы потом на этих же местах и остановиться, чтобы у вас количество рядов было одинаковое. Можете их пометить прищепочками или там еще чем-нибудь, маркерами какими-нибудь, ниточками, чтобы не запутаться. Вот это плетение называется вдогонку. Ситец также плетется и когда одна трубочка, и когда две, без разницы. Это одна догоняет другую. Вот так мы проплетаем нужное количество рядов. Потом я буду плести опять вот этот рисунок. Я уже потом выше покажу. Вот хотела показать вам. Смотрите, сплела рядочек, прошла. Во-первых, этим узором очень быстро проплетается это все. Очень легко и быстро. И во-вторых, смотрите, нигде ничего не видно, где были добавлены трубочки. Это надо присмотреться, чтобы увидеть. Если не присматриваясь, то вообще не видно, где что добавлялось. Вот такой вот уникальный узор. Мне он очень нравится, он очень красиво смотрится. А если сделать стоечки другим цветом, то будет и оригинально очень даже тоже. Ну вот так вот. Вот, закончила я этот рисунок. Теперь мне нужно его закончить ряд. Смотрите, мы здесь начинали снизу. Плохо видно. Вот так. Вот здесь вот начинали. Я говорила, пометьте. Или так, смотрите, где видно. Вот этим пока уберем. Вот как раз у меня заканчивается стоечка, трубочка. И я ее там и оставлю. Я ее сейчас подклею. И она у меня там и останется. Так, а это зайдет дальше на одну. Вот так. Теперь эти две также заходим, проплетаем. Так. Теперь на одну дальше. Так, та у нас там приклеится. Ее не видно. А здесь, получается, это остается, а это проходит на одну дальше. Вот такая вот получается у нас штучка. Вот тут ряд выровнялся. Да, вот мы начинали. И вот мы как раз и закончили на этой. Вот, стой, вот сюда заходили. И здесь вот последняя легла. Теперь мне нужно сделать веревочку из 3. Я вот как трубочки 3 есть, так я их и буду плести. Вот это правда. Хотя нет, все правильно. Я просто дальше плету. Ничего не меняю.
я и говорила, плетение, видите, прижалось к форме. Стало ровненьким. Теперь мне нужно сплести такой же узор, как и снизу. Показывать я его уже не буду, потому что уже повторение пойдет. Вот. Здесь я подойду потом и закончу веревочку из 3, как я показывала уже здесь и здесь. Потом будет веревочка из 2 и опять веревочка из 3. Вот этот рисунок я переношу сюда. Вы меряете, я померила, сколько у меня здесь 3 сантиметра. И вот примерно какая высота изделия у вас. Вот этот делаете, потом эти 3 сантиметра и плюс небольшая загибочка. И так вы меряете, сколько вам нужно проплести расстояние. Так, все, я плету вот этот рисунок уже без вас. Ну вот, я закончила веревочку из 3. Здесь я сделала так же, как и внизу, поэтому я не стала этого всего показывать, потому что внизу я это все подробно объяснила. Здесь вот смотрите, я подняла ряды, закончила ряд. Вот они у меня, эти трубочки вышли. Здесь я вот добавила сзади еще одну трубочку и хочу сделать веревочку из 4 уже в конце. Берем крайнюю и плетем точно так же, как веревочка из 3. Через 1, 2, 3 за 4. За вот эту вы подставляли. Вот, значит, за следующую мы проплетаем. Потом следующую берем. И все делается точно так же, как веревочка из 3, из 2. Принцип у них абсолютно одинаковый, только трубочек больше добавляется и все. А так все одно и то же. Ну, покажу, кто не видел. Для новичков все эти моменты считаются страшными и ужасными. А на самом деле, когда уже вы проплетете несколько изделий, это будет казаться все очень простым и легким. Главное знать некоторые нюансы в плетении. И все. Вот видите? Вот такая вот веревочка. Здесь такая была из 3, это из 4, она более объемная получается. Мне надо просто добрать высоты, поэтому я делаю так. Ну, я думаю, что тут понятно. Буду заканчивать, покажу тоже, как я заканчиваю из 4 веревочки. Штатив неустойчивый, гибкий. Постоянно его цепляю, постоянно он у меня прыгает. Так что вы извините за мои прыжки штатива. Так, вот еще что, чуть не забыла. Вот эти вот трубочки, которые вот по 2 у нас было стоечки боковые. Я одну, которая обрезаем. Любую, в принципе, можно обрезать. Если вы делаете окончание не веревочкой из 4, а вот как было у меня вот здесь, то обрезать ниже надо, чтобы вот эта вот веревочка закрыла вот этот вот пенечек, чтобы он закрылся. Тут я закрывать буду, я просто вот так согну трубочку. Вот видите, он накрывается, его не будет видно вообще, даже если вы забыли обрезать. И вот сюда вот так согнем и заведем. Вот так будет окончание. Так, все, проплетаю я ряд. Так, вот я дошла опять до своей стоечки первой. Закончила ряд из 4. Вот она.
Вот, видите, подошла к ней, как и веревочка из 3. Теперь 1, 2, 3, 4. Первую берем и заводим за 4. Она там и остается. Потом берем вторую, заводим за следующую. Эту берем, заводим сюда. Так, я их пока сюда выведу. И последнюю заводим за ту, которая у нас отмеченная стоечка. Вот у нас придавить надо. Вот законченный ряд получился. Вот эти вот стоечки мы обрезаем и туда засовываем внутрь, прячем. И в принципе у нас изделие готово. Только сейчас покажу для новичков. Вот загибаем, как я уже говорила, загибаем, немножечко оставляем и отрезаем. Загибаем и отрезаем. И вот сюда расширяем слегка. И вот туда засовываем. Раз. Тут то же самое. Расширили. И засунули. Они легко заходят туда. Смотрите, только чтобы вот здесь не выскакивали. Вот такая вот загибочка у нас будет. Это мы проделываем по всему кругу всей плетеночки нашей. Так, когда я это все сейчас без вас сделаю, я покажу, как я буду наносить патину. Мы на эту коробочку нанесем патину. Ну вот, смотрите. Окончательный вариант нашей коробочки получился вот такой. Вот такое вот донышко у нас. Теперь мы будем наносить патину. Сейчас у меня коробочка не грунтованная и не лакированная, но она все равно похрустывает, потому что трубочки сами по себе были увлажнены лаком, колером и водой. Лак как раз и похрустывает. Для патины я беру такую краску для радиаторов, белую. Смотрите, вот эмаль акриловая для радиаторов на водной основе, термостойкая, белоснежная. Смотрите, какая у вас там продается для внутренних работ. Она практически без запаха. Запаха вообще как такового нет. Сейчас нам нужна ложечка, баночка и какая-то емкость. И небольшая губочка. И, конечно, перчатка. Я беру небольшое количество ложкой. Этого даже много будет для такой коробочки. Так, баночку я закрываю, чтобы она не засыхала. Так. Ложечка наша белая, но с ней абсолютно ничего не станет, потому что эта краска очень хорошо смывается водой. Ее самое главное сразу помыть. Так, вот. Берем губку. Вот у меня самые обычные перчатки. Они частенько еще достаются из супермаркетов. Набираешь там всякое. И я их не выбрасываю, а уношу с собой просто, когда использую. Вот я макнула губку в краску и слегка промакиваю, чтобы на губке оставалось поменьше краски.
Теперь берем свое изделие и начинаем наносить легкими движениями нашу патину. Вот таким образом. Я буду полностью ее всю затушевывать. Вам покажу только часть. Потом опять берете, опять макаете. Можно там, где вы уже делали, там поменьше краски. Краски уходит очень маленькое количество. Вам же нужен легкий налет. С рук она тоже очень хорошо смывается, эта краска. Даже если она уже к вам присохла, она очень отлично оттирается. И все, так равномерно мы наносим. Вот видите, здесь нету, здесь есть. Очень легкая процедура, ничего сложного. Придает очень интересный вид, цвет. Очень красиво смотрится, если само изделие темное, а вы нанесете белый такой вот легкий налет. Так, все я вам показала. Теперь покажу уже окончательный результат. Вот такой коробок у нас получился с вами. Вот такое донышко. Все ровненько. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. И до новых встреч.